восстание в Кванджу. Это первая часть, всего их будет 3. Восстание в Кванджу было народным восстанием в городе Кванджу, Южная Корея, с 18 по 27 мая 1980 года, в ходе которого местные граждане выступили против солдат и полиции южнокорейского правительства. Это событие также называют движением за демократизацию Кванджу или резней в Кванджу. Восстание началось после того, как студенты местного Чоннамского университета, которые проводили демонстрацию против правительства, введшего военное положение, были избиты, убиты и не только правительственными войсками. Некоторые жители Кванджу, совершая набеги на местные полицейские участки и оружейные склады, взялись за оружие и смогли взять под контроль большие районы города. В дальнейшем солдаты вошли в город и подавили восстание. В то время правительство Южной Кореи сообщило, что по оценкам погибло около 170 человек, но по другим оценкам погибло от 600 человек до 2300 человек. Власти определили инцидент, классифицировав его как бунт в Кванджу и утверждали, что он был спровоцирован сторонниками коммунизма и бунтовщиками, возможно, действовавшими при поддержке правительства Северной Кореи. Ультраправые группировки стремились дискредитировать восстание. Поздние расследования подтвердили другое. Восстание против военного режима. Различные зверства, которые были совершены солдатами. В 2011 году архивы по восстанию 18 мая 1980 года против военного режима были внесены в реестр всемирного наследия ЮНЕСКО. Серия демократических движений в Южной Корее началась после убийства президента Пак Чон Хи 26 октября 1979 года. Резкое прекращение 18-летнего авторитарного правления создало вакуум власти и привело к политической и социальной нестабильности. В то время как президент Чхве Гюха, преемник президента после смерти Пака, не имел доминирующего контроля над правительством, генерал-майор южнокорейской армии Чон Ду Хван, начальник командования оборонной безопасности, захватил военную власть в результате государственного переворота 12 декабря и попытался вмешиваться во внутренние дела. Однако военные не могли открыто заявить о своих политических амбициях и не имели очевидного влияния на гражданскую администрацию до массовых гражданских беспорядков в мае 1980 года. Национальные движения за демократизацию, которые были подавлены во время пребывания Пака в власти, возрождались. С началом нового семестра в марте 1980 года профессора и студенты, исключенные за демократическую деятельность, вернулись в свои университеты и были созданы студенческие союзы. Эти союзы возглавляли общенациональные демонстрации за реформы, включая отмену военного положения, объявленного после убийства Пака Чон Хи, демократизацию, права человека, требования минимальной заработной платы и свободы прессы. Кульминацией этих мероприятий стала демонстрация против военного положения на вокзале Сеула 15 мая 1980 года, в которой приняли участие около 100 тысяч студентов и граждан. В ответ Чон Ду Хван предпринял несколько репрессивных мер. 17 мая он вынудил кабинет министров распространить военное положение на всю страну. Продленное военное положение закрыло университеты, запретило политическую деятельность и еще больше ограничило деятельность прессы. Плюс для обеспечения соблюдения военного положения войска были направлены в различные части страны.